Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Продолжаю свой челлендж, уже не знаю, какая по счету серия, потому что по ходу предыдущее нужно будет разделить, поэтому ориентируйтесь на название серии, там будет, скорее всего, подписано. Так, что у нас сегодня по плану? Курточка у нас в целом готова, но знаете, что я заметила? Я забыла на карманах сделать вот такие вот нашивки, поэтому сегодня делаю эти нашивки и начинаем делать всяческие детали. То есть пробуем делать помятости какие-то, вот эти вот какие-то швы сюда, да, как это еще называется, пакеринг, пожеванности вот эти вот на швах, потертости такие вот на вот этих вот местах, где двойной шов. Ну, что-то такое. Вот. Не знаю, нужно ли мне ставить аватара в позу или нет. Ну, как-то хочется его уместить компактно на экране. Ну, во всяком случае, наверное, руки я ему чуть опущу. Вот, и посмотрим, как это будет смотреться в более такой позе, не в такой, не в А-позе, скажем так, да. Вот, и договорились мы не накладывать никакие материалы, просто в сермате, ну, то есть в сером варианте это все показать, как это будет работать, и все. И на этом наш челлендж и закончится. Так, что же нам тут делать? Надо делать карманы. Так, еще раз сориентируюсь я на... Какая ширина? Примерно это занимает 1/3 кармана, я так понимаю. Ну, примерно. Потому что вот эта полоска, как бы, она тут трошки неровно пришита. Как бы она и сюда бы поместилась по ширине, и сюда бы поместилась по ширине. И, кстати, такое ощущение, что карман еще немного расширяется кверху. Ну, или, может быть, это иллюзия, но... А у меня, кстати, тоже такая же иллюзия. Ну и ладно. Будем считать, что это иллюзия. Хорошо. Значит, делаем ширину этой полосочки на 1/3 кармана. Итак, карман у нас... А как мы это, собственно говоря, сделаем? Карман у нас шириной... А что у нас 17,98? Это что за модная такая ширина? Это что за такое? А здесь 18. О, интересно, походу что-то куда-то поехало. Давайте попробуем выровнять точки. Так, Alt-L. Что? Ну да. Выделила 3 точки, собираюсь выровнять. Так, Alt-L. Не знаю, выровняла там что или нет, но посмотрим. Alt-R. Тут вроде ничего. О, и сразу стало 18. Ты ж смотри. Ладно, здесь я уже ничего править не буду, там 0,02 миллиметра. Окей, 18, значит, у нас 18 делим на 3, будет 6. Делаем здесь Add Internal ISO Line 6 сантиметров. Делаем так. Окей. Дальше от этих 6 выделяем вот это вот. Только не так. Ой, у меня тут еще линия какая-то, да? Надо ее убрать. Но нафиг не нужна вспомогательная. Делаем так. Add Internal ISO Line 2 миллиметра. Только оно не так делает. Давайте по очереди. 2 миллиметра вовнутрь, да. Add Internal ISO Line тоже вовнутрь делает. Окей. Так, сюда мы будем пришивать, а по этой линии будем отрезать. Дальше, сколько у нас там швов? 1, 2, 3, 4. Значит, нам нужно разделить на 5. Как нам на 5 разделить это?
Ой, чувствую, будет не очень. 6 разделить на 5. 1, ну нормально, 1,2. Тогда делаем так. Add internal isoline. 1,2. И тут 1, 2, 3. Окей. Хотя, может быть, нужно было между вот этими линиями, а не... Давайте так. Значит, 5 и 4 разделить на 5. 1,08. Давайте сделаем от этого 1,08. И тогда что-то не так. Не поняла я. Так, 6 миллиметров минус... 5,6 нужно было делить. Балда. Значит, смотрите, у нас было 6 сантиметров минус 0,4, потому что мы по 2 миллиметра откладывали. Получается 5,6. И 5,6 мы делим на 5. И получается 1,12. Во. Так, 1,12. Во. Теперь все четенько. Дальше берем этот карман и делаем create lining outside и вниз. Так. Здесь, кстати, надо было сделать то же самое. Так. Create lining outside и тоже вниз. Дальше. Дальше нам нужно убрать Remove Linked Editing. Не знаю, вам видно или нет, но в контекстном меню найдете. Дальше делаем эти запчасти зеркальными относительно друг друга. Apply Symmetry. Даже не так. Remove Linked Editing. Еще раз, значит, Apply Symmetry with... нет. Не выделила. Так, смотрите. Apply Symmetry with Sim, чтобы у нас швы повторялись. Все. Так, эти два паттерна симметричных. Теперь что делаем? Берем вот это и делаем cut. Дальше вот это все удаляем. Нафиг. А то, что нам нужно, остается пришитым. С этой стороны тоже удаляем. Потому что. В общем, давайте посмотрим. И давайте сразу настроим Set Sublime, чтобы не было никаких тут сомнений. Что должно быть сверху. Ой. Что не так? Давайте посмотрим. Alt 1. О. Вроде бы окей. Единственное, что у нас как бы вот внизу есть шов, и хорошо, что есть, но у этого шва мне не нужна нормалка. Вообще. Вот здесь вот мне не нужна нормалка. И все. И вот такая у нас история получилась. Так, тут все вроде бы, да?
Дальше. Наверное, перед тем, как детализировать, я, наверное, аватар попытаюсь поставить в какую-то позу, да, а потом уже буду делать эти, как его, детальки всякие, увеличение, толщину, там вот это вот все. Так, как бы нам попробовать поставить аватар в позу? Аватар. Shift-X. Давайте пробовать прям. Короче, начинаем симулировать. И пробуем крутить кости потихоньку. Блин, плохая история. Так, хорошо. Не получится у нас так. Не успевает ткань с такими этими. Как бы нам кастомного аватара в позу поставить? Сейчас задачка будет. Короче, я могу аватара в позу поставить, но... Но. Я даже пыталась, по-моему, это сделать где-то. Что у меня тут с аватарами, с этими? Угу. Так, ну-ка. Edit аватар. Так, друзья, я разобралась, как нам поменять позу аватара, у кастомного аватара. И делать придется нам это через анимацию. Идем. Давайте сначала поставим 3D окно. Значит, идем в Tools, Animation Editor. Так, убираем отсюда все лишнее, мои пробы. И делаем следующее. Так, у меня тут позы уже какие-то стоят. Надо их поудалять. Ну ладно, неважно. В общем, берем FBX в позе, которую я вытащила из DAZ. Выглядит этот FBX следующим образом. Сейчас подгрузится. Вот, короче, чувак стоит вот в такой позе. Что мы с ним делаем? У него все тот же скелет, тот же меш, все то же самое. Закидываем его на аватара и выбираем Add to Current Avatar, добавить к текущему аватару и Add Poses. То есть это поза. Я не знаю насчет X, Y, ничего не меняю, просто пусть остается как есть. Здесь тоже ничего не меняю, окей. Итак, в окне анимации у нас появилась еще одна поза, которую я добавила. Тут можно добавить кучу поз. Ну вот я добавила вот эту позу. И, значит, я ее выбираю. А здесь, значит, создать after all animation. Типа создать, тут больше ничего не доступно. Создать после всех анимаций. Ну, пофигу. У нас нету никаких анимаций. Дальше. Pause. Transition with the previous actions. Здесь, в общем, как быстро затранзитится поза. То есть, как быстро аватар станет в эту позу. Я не хочу спешить, поэтому я поставлю 5 секунд. Здесь я duration of still pose, то есть сколько времени он остается в текущей позе. Ну, давайте я поставлю здесь, пусть он там у меня там 0,02 секунды. Ой, 0,2 секунды остается в позе. Это для того, чтобы когда одежда начала симулироваться, она немножко просимулировалась на том месте, на котором она сейчас находится. И что еще? Здесь еще галочка есть Transit Avatar to Original Pose. Я ее ставить не буду. Просто поставлю ОК. Но вообще, если у вас аватар где-то в другом месте находится, фиг знает где, второй, не в нулевых координатах, то, возможно, эта галочка вас спасет. Нажимаем ОК. И давайте посмотрим, что у нас с позой. Я сейчас проиграю ее. Значит, не обращайте внимания, что одежда остается на месте. Это нормально, потому что ее нужно запекать. В общем, вот так вот аватар у нас позу меняет. Возвращаемся в нулевой кадр, включаем симуляцию, возможно, даже какую-нибудь аккуратную, и запекаем.
вот этой кнопочкой. Пошло запекание. Так, вот уже еле-еле заметно, что аватар меняет позу. 0,6 секунд. Да, но он ее меняет. Я думаю, подождем мы тут с вами, да, я не буду ничего ускорять здесь. Просто посмотрим, что происходит. Давайте я так вот масштаб поставлю и посмотрим, что происходит. Куртка едет следом за аватаром. Меня, в принципе, это устраивает. Потом я смогу выбрать тот кадр, который мне нравится. Мне не обязательно прям всю анимацию до конца делать. Я могу просто вернуться в середину этой анимации, посмотреть, что мне, в принципе, достаточно. Как руки опустились там, и все. Я могу на этом остановиться и продолжить работу с аватаром и с изделием. Так, ну что, почти. Ну, хотя меня, в принципе, устраивает такое положение рук. Можем выключиться из анимации и посмотреть, что получилось. Ну, окей. Вполне себе. У меня немножко гопницкая поза здесь. Могу попробовать ее немного это поменять. Тут надо ее менять по чуть-чуть, чтобы одежда успевала за аватаром. Да, вот немножко его распрямить надо. Так. Ага. Ну, как-то так. Так, а что у нас тут? Со сменой позы надо поправить куртку на спине, чтобы она лучше села. Она как-то на плечах натянулась. Ну, в целом, вполне себе. Вот плечи у нас ушли. Как будто хочется их немного назад натянуть. Хотя сейчас я буду тут делать всякие мятости, и это не особо и критично на самом деле. Все, можем продолжать работать на обычной симуляции и делать то, что делали. Теперь мне в таком положении, знаете, что не хватает? Хотя же... Нет, все. Мне показалось, что недостаточно длины рукавов. А сейчас я думаю, почему недостаточно? Вполне себе нормально. Потому что рукава нужно будет еще поднатянуть. Повыше на аватаре. Вот, да, они должны быть как будто бы немного натянуты здесь. Ну, типа, подтянуты вверх. И образовывать такие складки. Так, единственное, что... Как будто у него такие худые рученьки, что... Ну, прям совсем. Давайте попробую подтянуть повыше. Ну, где-то вот здесь вот. Да, давайте это заморожу, чтобы оно не елозило. И вот это тоже. Так, что здесь случилось с карманами?
Вот симулировать всю курточку — это такое себе удовольствие, честно говоря. Но что делать? Короче, придется вот этим вот позаниматься. Дальше. У нас же 150 скейл. И что нам сделать? Так, вот эта вот штучка. Давайте я ее сделаю так. И она тут никак не усядется. Так, нам придется, по всей видимости, работать вот с этим, с аккуратной симуляцией. Сейчас придется уменьшать всю сетку. Потому что это все не будет так работать. У нас что тут с этим? Не знаю, сейчас у меня, наверное, все повылетит нафиг. Но, блин, давайте попробуем. Короче, 5 этот размер этого. Короче, размер полигонов будет 5 миллиметров. Давайте я вот это тоже усилю. И надо сохраниться, наверное, сохранюсь в 4-ю версию в позе. И попробуем. Что получится. Так, ну что, складки стали покрасивше. Прям совсем помягче. Давайте я тогда это уберу усиление. Забыла, я тут снимала Subdivision с аватара. Надо ему вернуть это. А то он угловатый немножко будет, и куртка тоже. Так, теперь что касается всяких вот этих вот складочек. Что-то у меня тут с пуговицей поехало. Что у нас тут с пуговицей случилось? Куда поехала? Я хотела расстегнуть молнию. И как бы мне это сделать, надо... Давайте я скрою это. И молнию расстегнуть до грудака прям где-то. Так, это я не то делаю. Это не расстегивание. Расстегивание — это когда он вот так вот. Вот примерно до сюда. Так, теперь Shift-C. Включаем все, что надо. Аватар скрываем, он нам не нужен. Давайте смотреть. Ну, типа как-то так. Я не понимаю, почему мне здесь под прямым углом это все пришито как-то. Ну, может быть, сейчас поможет то, что мы расстегнули молнию. Вообще, вот этому клапану можно было внутри сделать бондинг в внутренней его части. Чтобы он был как будто бы, как пожестче, что ли. Как это сделать? Вот, бондинг. Он всему делает. Ну, ладно. Тогда придется нам сделать remove linked editing. Я, в принципе, уже не собираюсь размеры менять. Бондинг, да? И ну, пусть так будет. И давайте глянем, что происходит. Что-то не вижу я особо сильных изменений. Ну, бог с ним. Короче.
Сюда бы хорошо бы, конечно, прицепить еще вот эту заклепку, на которую оно все цепляется. Но что-то я уже... Что-то мне как-то не особо-то и хочется этим заниматься. Так, а еще мне не очень нравится... Даже вообще не нравится то, что вот... А где замок? Вот. Что... Так, а что здесь происходит? Чего у меня тут аж целых... Фиг знает сколько швов. А что, нельзя просто сделать один шов и все? Ладно, не будем. Не будем этим страдать. Берем, короче, вот этот шов и делаем усиление, чтобы он был 180 градусов. Прям без разговоров. Ну, что-то он как-то не хочет. Ой, короче, не нравится мне вот это. Так. Давайте я просто заморожу нижние рукава. А верхним пофигу будет. Так, и давайте смотреть, что получается. Вот да, мне нужно, чтобы здесь было 180, а не вот это вот. Что это за внутренний изгиб такой? Что с этой молнией не так? Дальше. Что с этой молнией не так? Давайте поставим... Здесь тоже 180. Тейплен. Это не то. Edit. Zipper Style. Давайте еще раз посмотрим на Stripe. Так, что у нас за материал? Давайте сделать Trims. Ну да, это оно. Жесткая кожа. Типа никуда оно не должно уходить. Что у нас за такие странные тут дела творятся, я не понимаю. Почему оно здесь складывается под углом? Вообще не понимаю. Ну, это, конечно, мелочи. Но, блин, не нравится мне это. Просто. Ладно. Давайте сосредоточимся на внешней части рукавов. Значит, смотрим, что мы можем с этим сделать. Я бы хотела попробовать сделать вот этому всему типа эту ткань побольше, чтобы сделать морщин. И посмотреть, будет ли это морщиниться. Ну, типа, да. Но как-то оно так себе морщинится. Давайте сделаем 103. И, возможно, мне не нужно в ширину ее морщинить, а только в длину. Так. Дальше. Давайте попробуем у этих полосочек сделать. Тоже ratio warp. Warp это
в длину 103. Посмотрим, что будет. Ничего пока не происходит. Интересного. 105. Тоже ничего интересного не происходит. Ну, в принципе... А что тут могло бы еще произойти? Да. Еще я бы хотела вот этим полоскам сделать отрицательное давление, чтобы оно прилипало к -5. Не топорщилось на вот этих углах. Чтобы оно прям прилипало к нижнему слою. Еще можно попробовать им сделать коллизию. Ну, например... Не надо. Пусть будет 1 миллиметр. Ну, или 1,5. И посмотрим, что будет. Особо это ничего не меняет, но в целом окей. Хорошо. Какие-то помятости здесь появились. Давайте сделаем то же самое на куртке. На вот этих всех слоях. И сзади тоже. Попробую сначала 103 и 103. И поглядим, что будет. Вот. Вот, помятости какие-то появились. В принципе, мне это нравится. Возможно, они слишком сильные. Но мне нормас. Что еще? Так. Что-то у меня карманы топырятся здесь странным образом. Честно говоря. Тогда давайте я нижнюю часть сделаю сейчас. Усилю. И пусть она как-то растащится здесь. Надо вытащить ее как-то внаружи. Так, мы тут теперь можем делать размер вот этого захвата, защипа. Типа, насколько он большой. У нас есть великолепная такая штучка, которой нету вкло. А это прям круто. Размер защипа. Так. Что-то тут поехало у меня. Так, здесь что-то происходит. Так, есть у меня один способ прекрасный, как все это быстро растащить. Короче, берем и надуваем это все. Например, 5. Сейчас его должно раздуть прям по максималке. Ну, давайте сделаем 10. Вот. А потом мы его сдуем. Что-то 10 тоже мало. Хорошо, давайте 50. Либо у меня сейчас давление не особо хочет работать, либо... не работает. Просто из-за того, что очень уже мелкая сетка, это все сейчас будет делаться достаточно долго. Ну и пофигу.
Главное, чтобы сделалось. Все, его уже надуло, как пузырь. Сейчас еще немножко повытаскиваем. Так, из-за того, что у нас стоят саблейеры. О, блин, как шарик воздушный. То вполне себе и ничего, так оно и работает. Видите, ткань не зажевывается, все прекрасно. Теперь убираем Ctrl-H и сдуваем до 0. Еще раз все это симулируем. Все сдувается, все на место становится. Так, есть проблемка. Пусть сдувается. Надо сделать так, чтобы карманы прилипали. Это какая часть? Это внутренняя. Давайте сделаем pressure -2. Не хочу, чтобы они топорщились. Пусть они прилипают к куртке. И по ходу проблема тут еще, знаете, в чем? В том, что я растащила... Блин, ладно. Растащила эту ткань по высоте, и из-за этого карманы пришиты к внешнему слою. И они тоже растаскиваются. Так. Тут аккуратно надо быть. Не за карманы таскать, а за куртку. И из-за этого у меня карманы немного топорщатся. И это проблема. И, возможно, нам придется делать... Так, подождите, у меня пришито Б. Нет, не пришито. Знаете, что я сделаю? Я сейчас просто пришью. Ой, вот это сюда. Посмотрим, что будет. А это сюда. Надо будет только нормалки отсюда поубирать. На этих швах. Так. И все. Тогда должно вроде как устаканиться это все. А еще, так, вот у меня зеркальная, да? Угу. Так. Это внутренняя, да? Так, делаем так. Remove Linked Editing и Apply Symmetry with Sim. То есть внутреннее от внешнего отдираем. У внутренних этих делаем тоже бондинг. Бондинг. Пусть будет дефолт. Окей. Вот. Внутренняя часть кармана усилилась. Она сейчас должна немножко распрямиться. Так, клапан. Наружная часть. Та же история его должна постигнуть, что и все остальные. Так, надо ему сделать 103. Так, что 10-то? А, нет!
Да остановись ты! «103». 103. Поехали. Так, там бондинг у нас есть. Окей. На карманах бондинг есть. Окей. Дальше. Давайте вот что я сделаю. Надо сделать пресет какой-то полегче. Надо сдублировать это. Во-первых. Давайте это переименую. Дальше что я сделаю? Я сделаю... где тут копию сделать можно? Копи. Деним 2. И делаем вот что. Мы берем все вот эти наружные штуки. Нет, не все. Вот это нам не надо. А что еще нам не надо? Ну, все остальное надо. И делаем assign вот этот материал. Assign to pattern. Вернее так. Не всем надо было вот этим погонам, которые это наружнее, это внутреннее. Блин, что-то тут поперепутал. Это наружнее. Вот это внутреннее. И внутреннему нужно этот assign. Так, да. Давайте здесь тоже попробуем на вот этих внешних сделать 102. Пусть будет. Не буду я сильно увеличивать. И 102. Да. У внутренних сделать тоже бондинг. Вообще классная идея. Где здесь бондинг? Блин, я поняла. Они же неразрывно связаны. Хорошо. Это и это remove linked editing и apply symmetry with sim. Здесь бондинг убираем. И ничего у нас не получилось, потому что у этих у нас должно было быть... Да где же то? Simulation Properties. Вот у верхних должно было быть 102, а у нижних нету. Прикольно. А что тогда? А что тогда так-то? Непонятно. Хорошо. Так, вот у этой штуки и у этих штук тоже до... Ой, а что тут 90? Потому что... Не, ну тут пусть так и будет. Это уже... Иначе горлышко у меня будет не очень классно выглядеть. Кстати, вот эти должны быть... Они есть такие вот этим денимом. Угу. Теперь вот этот деним второй, надо ему что-то сделать, какой-то этот не деним, а катон какой-нибудь. Какой-нибудь типа Оксфорда, чтобы он, хорошо мялся, был тонким и хорошо были видны мятости. Вот, смотрите, видите, тут такие появились волнообразные линии, а это нам и надо. Чтобы куртка не была прям
идеально ровненькая, как она у нас была изначально. Вот, и здесь, видите, какие бум-бум-бум, такие штучки появились, ну, как будто бы сжатие такое. А это то, что нужно. Что у нас с карманами? Карманы у нас одинарные, поэтому мы их делать, ужимать не будем, но я попробую сделать вот на этих верхних клапанах вот эту вот историю с масштабом. И посмотрим, что будет. И посмотрю на нижних. О, а нижние остались как есть, даже несмотря на то, что они типа... Во, видите? Чутка помятые такие. Прям идеально. Что еще? Еще. Давайте я разморожу уже рукав внутренний. Чтобы он тоже там мялся как-нибудь, складывался. У нас подзамороженные эти, как его, манжеты, и в принципе этого достаточно. Еще, что мне не нравится, знаете что? В манжетах у нас как будто бы вот этот вот нифига не 180 угол. А я хочу, чтобы он был 180, поэтому сейчас я вот это еще раз заморожу, чтобы рукава не уехали. А манжет я отморожу и еще раз просимулирую. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь как будто бы был такой клюв. Знаете что? Давайте, чтобы он стал не таким мятым, просто его усилим. Мы его просимулируем с усилением. Дальше я его могу заморозить. И все, и можно отмораживать вот эти рукава. И все. И, да, кстати. Знаете, что не хватает? Вот здесь вот. И вот здесь вот. Да и вообще, кстати, вот на вот этих краях, где швы. Вот эти, где двойные швы. Нам не хватает вот это вот сабдивижена для... Короче, сейчас увидите. Вот этой штучки не хватает. Потому что хочется, чтобы здесь все-таки... это глубокая, нам не надо прям такая. Давайте на 2 сантиметра поставим. 20 миллиметров. И посмотрим, что это даст нам вот в этих местах. Все. Вот видите? Вот она. Детальность какая появилась. Вот в этих местах прям вообще пушечка. Теперь делаем то же самое здесь. У нас здесь двойной шов. Где еще двойной шов? На спинке двойной шов где-то. Вот в этом месте, да? И вот в этом. Дальше вот здесь двойной шов. В принципе, по всем, кстати, вот этим вот плечам, где у нас вшивается этот рукав. Дальше здесь. Так. Тут выделено. Делаем то же самое. Где это? Subdivision. И настраиваем. 20. Везде 20. Дальше смотрим, что получается. Наблюдаем вот за этими местами.
Ну, дайте-ка я сохранюсь. А то я боюсь, сейчас вылетим. И будет веселье. Так, дальше. На самой куртке. Вот в этом месте. Subdivision. Так, что у нас тут? Subdivision на 20. 30 это слишком. Где еще? Ну, здесь, да, тоже получается. Subdivision нужен. Дальше на клапане. Нам нужна только внешняя сторона. На внутренней нам этого делать не надо. Поэтому то, что мы отказались от асимметрии, это прекрасно. Чтобы не усложнять. Так, тоже настраиваем 20. Так, где я тут еще сделала? Я сделала здесь 30, а здесь 30 не надо. А, здесь, кстати, не надо. Здесь нужно было тоже 20. Так, и чё? Давайте смотреть. Так, и на клапане хочется что-то подуменьшить. Вот эту вот... Давайте сделаем не 103, а 102. Это по высоте. А по вефту давайте пусть будет 101. Что-то слишком это... Типа пусть оно в складки... Ну, короче, вы поняли. Но если не поняли, то просто наблюдайте, что происходит. Так, вот здесь вот ничего не появилось. Никакой измятости. Сзади что? Вот здесь появились, кстати, маленькие складочки. Вот здесь вот на швах. А вот здесь почему-то на рукаве не появились. Ну, ладно. Еще можем добить это все пакерингом. И в принципе, что, физически здесь довольно, много складок. Кстати, здесь даже что-то влезло куда-то не туда. А, кстати, смотрите, здесь еще есть одна кнопка. Это симметричное влияние. То есть, если я ее нажму, сейчас покажу. Значит, если я буду, например, вот здесь вот что-то таскать, то оно и симметричное, как бы на симметричной стороне таскает. Представляете? Вот это вообще пушка-бомба. Ну, я не знаю, это, может быть, не так часто и надо, но в целом прикольная функция, мне нравится. Так, давайте тут немножко расправим. Ну, окей. Дальше. Нам нужно настроить швы. Швы. И чтобы швы нам настроить, у нас уже есть какие-то швы. Я тут какой-то топ-стич сделала, и знаете, на чем я его использовала? Я его вот здесь вот использовала. Но мне не нравится длина. Она, длина стежка. Я ее хочу переделать. Ширина стежка. Давайте сделаем 0,1. Так, потолще. И длина стежка пусть будет 0,3. А еще я хочу сделать маленький этот margin blend. Не надо. Я хочу сделать здесь 0,02, чтобы был такой... Короче, чтобы были пробелы между стежками. Теперь давайте все этими стежками все залупим. Все, что нам нужно. Идем в Asset и сегмент Top Stitch. Можно Free Top Stitch.
Давайте пока сегментом, то что можно. Например, вот это. Вот это. Ну. Чё такое? Дальше это. Это. Что у нас симметрично? Тоже появляется. Теперь карманы. Здесь нам нужно на вот этой части сюда, сюда, сюда. Да, кстати, забыла рассказать. Я перенесла пуговицы с карманов на вот эту нашивку, потому что там, короче, проблема была с пуговицей. Вот. Дальше вот здесь. Сюда, 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 сюда и сюда. Так, дальше. Вот это вот все. Дальше. Подождите, это верхняя часть или нет? Да, это верхняя часть. Хорошо. Так, сегмент. А, нет, здесь надо free. Free это когда мы можем как шов протащить по всей этой штуке. Потому что здесь сегменты нам не нужны. Так, где еще нам сегменты не нужны? Вот здесь на кармане. Давайте отсюда начну. Так. Где-то еще здесь на куртке. Так. Так, на куртке окей. Ну, дальше можно сегментами, просто кликами. Так, да, вот что. Вот где нам нужно было free. Здесь и... Здесь. И что-то у меня тут такое ощущение, что повылетели вот эти точки. А они нам так не должны быть. Давайте затримим. И здесь то же самое, да? Вот. И тут еще полигоны из этого торчат. Это нам не подойдет. Такая история. Что-то я, наверное, съехала у меня. Ну, ладно. Дальше можем уже с сегментной этой штукой делать. Так, и где еще у нас тут не хватает? На карманах я забыла сделать этим фришным. Так, и сюда. Окей. Так, сзади на куртке. Сзади на куртке тоже нужно делать фришной. Потому что у нас разбивается здесь линия. А здесь можно сегментами. 1, 2. Так, и я не знаю, надо ли мне делать этот пакеринг или не надо. Уже можно и без него типа обойтись. Так, еще горловина у нас. Горловина тоже сегментами пойдет. Так. Ага. Ну да, тут не надо. Тут окей. Так, вот здесь так и вот здесь так.
Дальше вот здесь точно надо. И, наверное, здесь тоже. Хотя здесь надо было фришку делать. Тогда мы берем вот это и растягиваем. Ну. Все, растянули вот это. Где еще? Здесь не надо. Ну, в принципе, кажись, все сделала. На клапане. На клапане нужно было сделать так и фришкой. Ну, давайте с нижнего угла. Ой. Подождите-ка, что у меня здесь? Ага. Понятно. Это такая. Это, по всей видимости... Нет, это не сегмент. Это вот как раз-таки... No. Короче, так поставлю, потом дотащу. Неудобно. Дотащу его вот сюда. Опа. Дальше. Так. Тут я тоже что-то не дотащила. Давайте дотащим. Потому что у меня тут точка какая-то. Окей. Что у нас тут? Так, здесь... О, друзья мои. Я тупанула, и вот на этой линии вот этого вот не должно было быть. Так, есть у горячая клавиша у этой? J. О, окей. Здесь нам не надо. Это ж нам для пуговиц ориентир был. А я протупила. Ну ладно. Все. Швы расставлены. Давай. Ну что, в принципе, пусть они белые будут. Еще раз просимулим что-нибудь. Так, по-моему, что-то я забыла все-таки спереди на куртке. Или нет? Ну, вот в этом месте. Так, остановись. Да, вот здесь забыла. Так, это у нас вот это. Только это не спереди, а сзади. Так, это у нас, по-моему, L. А какой вот этот? К. Хорошо. К, да К. Вот. Вот здесь нам нужны были еще шовчики. Вроде как окей. Да. Прекрасно. Так, внизу на поясе. На поясе. На поясе. Ага, это не пояс. Вот пояс. На поясе нам нужно было свободная вот эта штука. Вот так сделать. О! Здесь все. Сзади я сделала. На рукавах я не сделала. На рукавах это у нас вот здесь. Так, К, да? К. Ну-ка. Отлично. Ребята, мне так нравится эта курточка. Сейчас еще попробую поискать от добра и попробую еще пакеринг сюда зарядить, чтобы совсем уж тут красиво стало. Но даже уже без пакеринга мне нравится степень детализации этой курточки.
Знаете, что хочу еще попробовать? Вот эту вот ленточку сделать по вефту 102, а здесь 103. И посмотреть, что-нибудь это даст вообще. А здесь... Да. По варпу. Наверное, не даст, пока я не сделаю ее там 5 миллиметров. Ладно, допустим, она и так 5 миллиметров. Давайте я попробую сделать, знаете что? Я, конечно, сейчас рискую, но вдруг что-то получится прикольное. Хотя можно было делать не Subdivision, а просто ее сделать очень мелкой сеткой, там 2 миллиметра и все. Вместо Subdivision. Во! Класс! Короче, теперь я хочу сделать то же самое с карманом, потому что карман это все-таки то, что видно. Короче, смотрите. Беру вот эти все линии. И делаю его Subdivision. И я сейчас вместо того, чтобы увеличивать карман, просто попробую сделать Elasticity. Только не на 80, а наоборот расширить до 103, например. И, типа, тут край такой. И посмотрим, что будет. Это как-то изменит вот эту вот всю историю или нет. Хотя Subdivision слишком глубокий получился. Так, давайте еще раз выберу края. Дальше здесь должно было быть 20. Блин, это не особо ни на что не повлияло, честно говоря. И, наверное, этого делать и не стоит. Subdivision я еще могу сделать, а вот Elasticity как бы нету смысла. Хотя нужен ли тут Subdivision тоже такой. Если тут нету никакой эластичности, то как бы, и нету смысла и множить полигоны. Ладно, давайте я это приберу. Так, и я уберу сюда эластичность. Пусть остается как есть. В принципе, достаточно того, что вот это помято. Но на клапане вот реально хочется добавить, поскольку он двойной, как раз-таки вот здесь вот на клапане в районе шва, это, мне кажется, было бы уместно. Так, у меня чуть-чуть подтормаживать начал этот стайл. Потому что у меня уже тут просто дохрениально полигонов. Так. Так, мне, знаете, что мешают? Мне стичи мешают. И я не знаю, где их подключать. Чтобы они видны были. Ну ладно. 20. Давайте глянем, что на клапане поменялось, что или нет. Забыла еще кое-где сделать этот.
Ладно. Вот здесь вот надо еще сделать такую же историю. И сзади я сделала на спинке. А что у меня на спинке вообще происходит? У меня не пойми что. Так, Subdivision 20. Друзья, вот здесь теперь правильно. Здесь тоже правильно. Смотрим. Как бы и тут, наверное, вокруг кармана тоже было бы неплохо такое сделать. О, пошло дело. Хотя, знаете, тут и так хватает вокруг кармана вот этой фигни, пожеванности. Вполне себе. Так, давайте я попробую на аккуратной симуляции поддержать это все и посмотрим, что происходит. Так, ну чё, мне нравится, друзья. Тут какая-то лажа. Ничего не происходит. Вот какое чувство, что у меня сзади как будто бы и не было никакого растяжения. Чё у меня здесь куртка так стоит колом? И как будто бы ничего не произошло. Хотя я же здесь делала. Вот здесь надо на ширину какую-то. Какое у меня здесь растяжение? Ну-ка, дайте-ка я проверю. 103, 103, ну. Здесь тоже. И здесь тоже. А что-то тут не то. Ну-ка. Да, у меня есть прошитость с нижним слоем. Тогда вообще не понимаю, в чем дело. Ладно, но больше я делать и не буду. В принципе, мне этой помятости хватает. Так, давайте я попробую чуть-чуть приткнуть ее туда. А то она что-то торчит, эта куртка уже совсем. Слишком я ее надула, походу. Ну-ка. Может, у меня там осталось просто... Нет, ничего мне... Ctrl-H нету. Тогда в чем дело? Что за дела такие? Ну ладно. В принципе, окей. Мне главное спереди ее показать. На ютубе я ее буду спереди показывать. В общем, давайте рассмотрим. Сейчас я поубираю все цвета, которые не нужно. Фриз, например, чтобы нам не показывался. Дальше. Это мы убираем. Дальше нам не нужно, чтобы нам показывалось. А в общем, вырубаем все. И все, и можем радоваться и наблюдать. В общем, вот такая у нас курточка получилась. Давайте я сейчас попробую еще поискать добра от добра. И если оно мне не понравится, то и нафиг. Значит, где я бы его сделал, этот пакеринг? Вот здесь вот, на вот этой дырке. Заходим сюда, делаем плюс, я буду свой делать. Дефолтный, потому что он при загрузке может перебиться, если его трогать. Поэтому я сделаю свой и буду делать
его. Так. Как у нас пакеринг? Горячих клавиш нету, да? Ну и ладно. Значит, давайте с внутреннего угла. Так. Дальше, где бы еще сделал пакеринг? Я бы пакеринг сделала здесь. Алло, мне по вот этой линии надо. А потом здесь, потому что у меня вот эти как раз-таки штучки вообще что-то фигово это работают. Вот здесь, только я не помню в какую сторону. В общем, пофигу, потом поднастроим. Так. Может, я, конечно, его сейчас поудаляю нафиг весь, но посмотрим. Дальше. Здесь и здесь. Дальше где? На рукаве. Дальше где? Вот здесь. Так, теперь вот здесь. Тут можно уже сегментный использовать. И вот здесь. Дальше сегментный здесь. Здесь. Тут. Тут. Там нет. Так, вот этот. Да, кстати, забыла сделать К. И здесь это вот здесь. Так, что еще? На кармане. На этих швах я, наверное, не буду делать. Вот здесь. Не знаю, нафиг оно тут надо. Ну, вдруг сгодится. Короче. Так, и в принципе, наверное, все. Вот здесь, наверное, может здесь. Хотя давайте все бахнем. И где еще? Тогда и здесь, на этих. Сейчас я чувствую, все это сделаю, настрою и выкину нафиг. Так, К. Здесь еще и швы должны быть. Так, теперь смотрим в 3D окно. Что он? Пакеринг просто вообще сумасшедший. В общем, пакеринг — это вот видите такие пожеванности на шве. Только почему-то у меня на клапане они... Вот здесь их нету. А здесь я тоже не делала пакеринг. Ну, короче, пакеринг прикольно, но не такой вот прям интенсивный. Надо его поднастроить. Сейчас проверю, что у меня тут с клапаном, с этим пакерингом. Так, фри пакеринг. Ничего не понятно. Ну ладно, вроде бы все тут нормально настроено. Давайте попробую таки. Так у меня он тут есть, пакеринг. Он не в ту сторону, просто здесь повернут. Хорошо, тогда здесь мы выделяем и флип. Во! Теперь куда надо?
Значит, вот в этом месте давайте проверим. Флип. Нет, все тут правильно было. Где еще на клапане я не делала пакеринг? Нет, давайте сделаем. Только надо было на вот этой штуке делать. Ладно, дотянем сейчас. Пакеринг этот. Так, а вот здесь какая-то лажа с этим пакерингом, честно говоря. Ладно, сейчас будем настраивать, и возможно, это что-то тут возымеет какой-то эффект. Но такое чувство, что здесь просто как-то ткань вообще не так расположена. Или знаете что? Попробуем сделать следующее. Уберу-ка отсюда и попробую сегментный. Пакеринг. О! Сегментный как-то получше себя ведет. Во! Как будто он не зависит от линии. Ладно, теперь давайте попробуем настроить его. Какой-то он слишком интенсивный. Во-первых, density — это частота вот этих вот волн. У нас есть разные нормалки для этого дела. Только я не помню, где они лежат. Вот, мы можем выбрать деним. Так. Деним такой понежнее, значит, получается. И карманы ни хрена не видны вообще. Значит, вот в этом месте давайте сделаем следующее. Выделяем. Тут надо в обе стороны, чтобы было both side, типа в обе стороны. Да. Дальше. Здесь. Ой, вот здесь. В обе стороны. Нормас. Зашибись. Ну, короче, какая-то волна есть. Дальше. Что-то у меня тут возле карманов этих не нравится. Этот пакеринг. Какой-то он... Итак, у нас есть вот это. У нас есть деним, нейлон, полиэстер. Давайте все потыкаем. Так, ну, эта кожа прекрасна, но не подходит. Нейлон. Нейлон тоже такое какое-то полиэстер. Вообще не туда шерсть. Не, ну это вообще не то. Ладно, катон. Не, катон это слишком. Деним. Давайте с денимом разбираться. Короче, длина 15. Давайте попробуем 20. Это не то. Давайте 10. Что-то не то. Здесь что? Ширина. Ну, давайте 3. Так, ага. Уже повыше. Тогда сделаем здесь еще 15. Возможно, и все 20. Так, ну, какая-то мятость такая. Да. Дальше. Мне не нравится, что это слишком сильно. Давайте поставлю на 0,3. О! Так, здесь цвета. Мы ничего не показываем, никаких цветов. Ну, в принципе,
Окей, ничего особо оно не портит, как бы небольшие мятости есть. Знаете, где еще было бы прикольно? На карманах я делала это, нет? Кажись, нет. Хорошо. Где этот пакеринг? Сегмент пакеринг. На карманах нету? Нету. 1, 2, 3, 4. Тут нету. Окей. Теперь тут есть? Есть. Где еще нету? Нету на полосках на рукавах. Давайте здесь сделаем. Или он тут есть, а я его не помню. Здесь надо сделать... Здесь надо делать both side. А на карманах тоже. Типа в обе стороны. Так, а вот этот вот... Надо сделать флип. Нет? Я не там сделала, балда. Вот этот вот. Нужно сделать флип. Да. Так. Здесь ок. Здесь какие-то помятости появились. Здесь тоже помятости появились. Ну и все. Меня вполне себе устраивает. Давайте посмотрим на результат. Что у нас тут? Так, вот такая курточка. Крутим-вертим. Тут я не очень постаралась, конечно, пораскладывать эту куртку, но вполне себе она и так может быть. Дальше. Складочки. Как вам эти складочки? Я имею в виду физические складочки. Что-то я подвинула. Мне вполне себе нравится. Так. Здесь мне тоже нравится то, что оно так бугрится. Здесь мне нравится то, что здесь как будто бы резинкой стянуто, прям видно. Ну и в целом вообще нормас. Единственная халтура моя, это то, что я здесь не сделала ответную часть для пуговицы. Вот. Ну, то есть ее типа можно сделать, но что-то мне уже влом этим заниматься. Просто поверьте, что это можно туда прилепить. Она не будет закрываться, потому что это тоже нужно делать пуговицей. У нас будет пуговица, по сути, здесь и пуговица вот здесь. Но как декоративный элемент для демонстрации вполне себе можно. Дальше что еще схалтурила? Я убрала, это не халтура, я считаю, что тут упущение программы Style 3D. У меня пролазит замок сквозь вот эту вот штуку. Тут нету коллизии, почему-то у замка нету коллизии с тканью. Вот, и я убрала это. Кстати, знаете, что нам тут нужно убрать? Нам нужно убрать вот эту штучку. No, не так. Нам нужно отключить Zipper Visible Parts. Так, топ, стоппер. Все. Shift C. И здесь, наверное, такая же история. Вот он. Так. Zipper Parts Visible Top Stopper убираем. Вот, поэтому сделаем вид, что у нас тут заткнуто все внутрь, вот сюда, в карман. Вот, но замки я там пришила. Что еще? Текстуры взяты с библиотеки этой. Какие? Так, здесь у меня что-то пожевалось на кармане. И я так и не смогла разобраться, что у меня там не так. Но
друзья мои, честно говоря, уже и не хочется. Будем считать, что это брак шитья. Короче. Ну вот, такой вот у нас результат. Еще раз ее поверчу, покручу. Думаю, на этом весь этот челлендж можно считать законченным. Всем желаю удачи в ваших творческих начинаниях и продолжениях и завершениях. Всем пока!